Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Я сегодня собираюсь шить Crazy Quilt. И вот набрала разных лоскуточков. Нарисовала на одном из них, на синем, шестиугольник. Что такое Crazy Quilt? Это шитье лоскутков по основе. Так, вот так вот. Основой у меня будет служить вот такой вот квадратик. И вот в центре него я укладываю свой шестиугольник. И к каждой стороне шестиугольника буду пришивать разные лоскутки. Вот так вот буду пришивать. У кого опыта не очень много, да даже и у кого много опыта, я все равно рекомендую скалывать булавочками, прежде чем сшивать. Тогда получится чуть-чуть поровнее. И вот так строчу. Давненько я уже Crazy не шила, поэтому мне, конечно, уже хочется снова что-нибудь изобразить в стиле Crazy Quilt. Отвернула, отгладила и беру следующий лоскуток и пришиваю вдоль следующей стороны. Скалываю и строчу. Растрочила, отглаживаю. Вот теперь я здесь уже могу лишнюю ткань срезать, чтобы у меня не были толстыми припуски. Все вот эти мельчайшие обрезки, тут и так у меня не крупные, но самые мелкие можно потом использовать в пиццу. Все следующие лоскутки я пришиваю, двигаясь по часовой стрелке вдоль сторон шестиугольника своего. В этой своей работе я решила использовать не очень яркие лоскутки, невзрачные, я бы сказала. Девочки, я очень подробно не буду останавливаться на пошиве, потому что я уже снимала несколько видео там с Crazy Quilt, там прям вот подробно. Вот такая в результате получилась заготовка размером 30 на 34 сантиметра. Следующим этапом я решила расшить свою заготовку. Некоторые зрители в комментариях жалуются, что у них нет ярких лоскутков и сожалеют об этом. Здесь у меня тоже не яркие лоскутки, но благодаря вышивке можно сделать что-то красивое. А вышивать нетрудно. Главное знать декоративные стежки. Бывает такое настроение, что все само собой получается. В интернете и здесь на ютубе очень много мастер-классов по вышивке. И я время от времени тоже показываю самые простые декоративные стежки. И я давала и дам в этот раз ссылки в описании на свои видео, где можно посмотреть, как вышивать. Обычно в этой технике Crazy Quilt, который переводится как сумасшедший лоскуток, вышивают по швам, чтобы задекорировать вот эти все швы. Но я вот в этот раз решила не обращать внимания на швы, а вышивать как как будто это у меня просто отдельное полотно. Так тоже можно, я думаю, что ничего страшного не случится, посмотрим, что получится. И потом еще можно ведь украсить все это бисером, пайетками, пуговичками, какими-то любыми самыми разными украшалками. Получится еще ярче и наряднее. Но это зависит от того, что вы планируете делать из этой заготовки. Я тут посмотрела статистику по своему каналу. У меня 98% зрителей – это женщины. Ну, конечно, рукоделие мужчины не смотрят. И при этом вот просмотры 80% без подписки. Девчонки, если вы уже не в первый раз на моем канале, наверное, стоит подписаться, чтобы не пропустить ничего нового, интересного. Ну и, конечно, мои любимые подписчики, не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Это очень способствует развитию канала. А если вы смотрите в YouTube, то нажмите колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых видео. И не обижайтесь, что я часто прошу подписаться, ставить лайки, писать комментарии. Не попросишь, не получишь. А вдруг вы думаете, что мне это все не надо? А мне надо. Так что не стесняйтесь, не теряйтесь. Жмите кнопку подписаться, колокольчик в YouTube, лайки, пишите комментарии. Все это нужно. Если честно, то я эту заготовку начала шить еще в начале февраля. И все это время у меня как-то то в больнице была, потом как-то не доходили руки.
И как-то неохота было ничем заниматься. И мне уже тяготить начало, что я так долго никак это все не закончу. И, может быть, даже из-за этого как-то новые проекты не начинались, из-за того, что это у меня вот лежало не сделанное. То мыслей никаких не было, что делать. Но вот наконец-то пришло в голову, как мне что тут сделать. Сложился, как говорится, пазл, и я наконец-то вот взялась за нее. Теперь прям вот, ну, в течение последних 2 дней я прям вот вышиваю. Ну, еще и начало дачного сезона, надо же было огородом заняться. Ух, закончила наконец-то я свою работу. Я эту заготовку сделала круглой, обрезала. В круг, у меня диаметр круга получился 33 сантиметра. У меня, конечно, есть мысль уже, что я буду делать из нее, но если вы свои идеи напишите в комментариях, то, возможно, у вас будут лучшие идеи. Обещать ничего не буду, может быть, прислушаюсь, а может быть, и свое мнение оставлю. Вот совсем не сложно было. Вот эту паутинку, это я делала просто обметочный стежок в несколько рядов разными, 3 цвета тут ниток использовано. Время, конечно, потратила на это, но это не трудно. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.